Здравствуйте. Если обычно перед тем, как записывать видео, я всегда себе составляю план, темы, которые я хочу поднять в этом видео, содержание, то сегодня это чистая импровизация, я буду говорить на очень важную тему, и побудило меня записать это видео разговор с несколькими людьми. Смотрите, сейчас все граждане Украины, кто на фронте, кто пытается как-то прожить каждый день, выжить, в общем, все озабочены тем, как себя прокормить. Я поговорил с несколькими знакомыми, товарищами, друзьями, предпринимателями, такими же, как я. Вы знаете, все те, кто остаются в Украине, у всех полное чувство разочарования. У тех, конечно, кто разбирается в политике и следит за событиями. А в моем окружении нет людей, которые говорят, что мы вне политики. И таких людей не было даже до войны. Так вот, глобальное разочарование у людей. Они ощущают, что их жизнь поставлена на паузу, и я вам расскажу, чем это вызвано. Целая прослойка людей образовалась в окружении Владимира Зеленского, нашего президента. Зная, в какой интеллигентной семье был воспитан Владимир Александрович, видя его жену, вот были кадры из Белого дома, она сейчас в Америке находится, и зная кое-какую подноготную, например, я знаю, что Елена отговаривала нашего президента вообще от участия в выборах и была категорически против. Но я вам хочу сказать, неспроста она это делала. Есть в окружении Зеленского люди, которые используют даже те его видеообращения, которые он делает сейчас к нам во время войны. Получается, президент делает громогласное заявление, анонсирует что-то, а эти люди продолжают гнуть свою линию. А именно, идет просто эксплуатация ситуации. Вдумайтесь, эксплуатация ситуации. Я не хочу говорить заработок на войне, потому что это будет слишком прямо. Но то, что сейчас государственная власть, чиновники находятся не под таким пристальным вниманием журналистов, как раньше, потому что это невозможно осуществить в такое время и общественности, они используют всю ситуацию себе полностью на пользу, а именно на пользу своей политической карьере и своему карману. Это мерзко, это ужасно, и многие сейчас задаются вопросом. Так хорошо, меня не выпускают из страны, не дают там перевести свой бизнес, выехать вообще в целом в семье, быть вообще свободным человеком. Окей, идет война. А почему же тогда эти люди, я пока не буду называть фамилии, а почему тогда эти люди позволяют себе делать то, что они делают? Почему все то, что анонсирует президент, это все по факту пиар, акция? Но никак не какие-то прямые радикальные действия. Я это все подвожу к тому, что президенту нужно провести глобальное очищение своего окружения. Все те люди, 99% из них, которых он собрал, они просто-напросто, даже если представить, что через месяц закончилась война и мы опять вернулись к обычной политической жизни, они все его в итоге скомпрометируют, опустят его рейтинг. Главное, есть вещь выше политического рейтинга, это авторитет. У нас есть два варианта. Первое. Это то, что президент откровенно знает, что происходит и просто играет роль, прикрывая все это. В это я категорически отказываюсь верить. И второй вариант, когда президент искренне хочет хорошего для Украины, а его окружение делает то, что я сказал ранее. Чисто зарабатывает деньги и делает карьеру. И для этого совершенно не нужно быть публичным, вы знаете. Есть несколько человек, которые полностью сторонятся камер, никогда не присутствуют практически в кадре, но которые решают все на юридическом уровне, на уровне вообще государственного управления реального, понимаете, реального. Потому что не вся информация доходит до президента. Я думаю, что самая честная, объективная информация, которую может получить Владимир Александрович Зеленский, она находится в его смартфоне или в его компьютере. Я глубоко убежден, что все то, что ему рассказывают эти люди, о которых я говорю, или те, с кем они работают, эта информация 25 раз искажается, это полностью испорченный телефон, и она полностью набирает такую форму, которая выгодна этому окружению. Самое страшное для любой страны, для любого гражданина, помимо, например, гибели на войне, это то, когда его незаконно могут осудить, убить или отобрать у него имущество. И именно такие вещи практикуют вот эти люди, о которых я говорю. И я повторюсь, я пообщался с несколькими предпринимателями. Мы все в курсе дела, что происходит. Если есть люди, их, конечно, тотальное большинство, которые просто не так глубоко в теме, или не хватает способностей подумать это, или их просто это не интересует, я сейчас никому не даю оценку, я просто оглашаю факт.
Наверное, не есть правильно быть глубоко политизированным, но я так не могу, видите, все мы разные. Но я точно не наивный человек, я точно понимаю, что пока гибнут люди, пока люди думают, те, кто не на военном фронте, как себя прокормить, делаются очень темные дела в нашей верхушке политической. Власть буквально теперь узурпирована такими кадрами, и никто себя сейчас в Украине не может чувствовать в безопасности. То есть получается, одним ограничили выезд из страны, я имею в виду мужчин, а другие, находясь под сумасшедшей государственной охраной, имеют доступ к информации и ресурсам, и рычагам влияния, и полностью озабочены только одним – будущей политической жизнью страны и своим собственным карманом. У таких людей, я хочу донести до вас главное, у таких людей вот здесь в голове совершенно не сработала вот эта история, что с 24 февраля в Украине все перевернулось с ног на голову. Жизнь уже не будет прежней. И, естественно, с негативной коннотацией, но и с положительной коннотацией. Положительную коннотацию здесь я подразумеваю именно, что нельзя жить в такой грязи, в таком как бы абсурде, в театре абсурда, в таком зазеркалье, как мы жили ранее, с 91 года вот по 24 февраля 2022 года. В этой стране наконец-то должно уже быть царствование здравого смысла, логики и нормальной демократической жизни. Но это я так считаю. Те люди, о которых я сейчас говорю, они так не считают. История с генеральным прокурором САП. Я тоже хочу, чтобы его как можно быстрее назначили. Но мне очень неприятно наблюдать, что нужно было для этого Виктории Спарц устроить то, что она устроила, этот скандал. Что нужно было Западу постоянно об этом говорить, и Америке, и Евросоюзу. И Евросоюз поставил условия до конца года обязательно назначить этого прокурора. И я сейчас вижу, что в принципе даже если его назначат, то САП, к сожалению, будет это второе НАБУ. Это будут огромные бюджеты при полном бездействии. И я всегда, вот на стримах мне люди часто спрашивают, а почему не сидит Порошенко там и так далее. Я говорю, Порошенко, на мой взгляд, должен сидеть. Но сидеть не по телефонному праву, не сидеть по звонку Зеленского, не сидеть по звонку Ермака или кого-либо еще. Он должен по закону быть осужден. Просто по закону, по букве закона. Никакого политического преследования не должно быть. Нравится мне или кому-либо Порошенко, не нравится, но я не хочу жить в такой стране. Это в России такое как раз происходит. Я в такой стране жить не хочу, где такое возможно. Но уверяю вас, ничего не будет происходить. Как только на нас напала Россия, да, у этих, о ком я говорю, тоже загорелась жопа. К сожалению, мы никогда не узнаем и не проверим, где они находились в этот момент, вообще на территории Украины или нет. Но я вас уверяю в другом. Ни один родственник, тем более уж ребенок этих людей, никогда не будет на фронте военном. Никогда не будет ни в какой опасной зоне находиться. 99% родни этих людей давным-давно находятся за пределами Украины. Они хотят здесь оставить людей, на которых они выйдут в дальнейшую политическую жизнь и будут, как они думают, заниматься теми же делами. И очень закономерно у некоторых военных возникает вопрос, а мы за это воюем или не за это мы воюем? И у тех людей, которые находятся на гражданке, но участвуют в экономической серьезной жизни страны, они тоже, я вам уже сказал, находятся в полном разочаровании от происходящего. Поставленная на паузу жизнь – это одно из самых страшных вещей. Тем более, что сейчас есть все возможности делать самые смелые экономические шаги, которые, к сожалению, не делаются. Вот уже появляются первые видео в сети от мелких предпринимателей, которые пытались по программе Шмигаля «Новая Е-работа» взять так называемые вот эти вот крохи, я по-другому не могу сказать, вот эти гранты на бизнес, которые составляют 250 тысяч гривен. И что мы видим? Их просят написать бизнес-план, потом их зовут в биржу занятости, в центр занятости, откуда им устраивают, я так понимаю, скайп-эфир с какой-то комиссией, которая с ним обсуждает этот бизнес-план. Естественно, ни один из членов этой комиссии к бизнесу настоящему, к реальному сектору никогда за километр не подходил. Это чисто кабинетные крысы, которые в этом ничего не смыслят. Короче, грядет, я так понимаю, распил и этих программ, и полное издевательство над людьми дальше. Абсолютно ничего не меняется.
Коронавирус, я могу сказать, на своем бизнесе. 2 года еле-еле мы выдержали эту ковид-волну, не получили ни копейки никакой помощи, в то время как я общался с западными предпринимателями в Европе, в Америке, все они получали просто колоссальную помощь для своего бизнеса. И государство пыталось, разве что ноги им не целовало, чтобы они удержались на плаву, развивались и выжили в такое тяжелое время. Я и такие другие, как я, пережили 2 года ковид. Я и такие, как я, сейчас переживаем войну, и никакого шага навстречу со стороны государства нету. И то, что я вижу глубоко сейчас, то, что прячется в политической жизни страны, это просто все может привести к очень страшным последствиям. Фактически я могу вам сказать, что у нас существует второй внутренний фронт. Подытоживая, я очень надеюсь, если бы хотя бы кусочек этого видео увидел Владимир Александрович Зеленский, задумался и просто поганой метлой под ноль вычистил всех этих людей. Ведь даже все те, кто стоят от него по правое, по левое плечо, ну вернее, скажем так мягко, некоторые из них, еще во времена мирной жизни до войны делали очень нехорошие дела и были замазаны в очень нехороших темах. И это знаю не только я. Поэтому я хочу вам сказать следующее. Давайте еще немного подождем, потерпим, понаблюдаем за ситуацией. Никаких резких движений ни в коем случае. Но одно могу сказать. Одна надежда остается, последняя, это лично на Зеленского. Лично, не на Шмыгаля, не на там еще на кого-то, только на нашего президента. Если он нас подведет, тогда я всем нам не завидую. Слава Украине!